Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Вы себе даже не представляете, сколько всего я хотел бы и мог вам рассказать о событиях, о которых не рассказывал все это время. Но первым делом я хочу низко в ноги поклониться тем, кто, несмотря на затишье в эфире, продолжает вкалывать на перемогу. Когда донаты приходят в абсолютной на канале тишине и спонсоры канала продолжают ими оставаться, это надое крыло, поверьте, это неоценимо. Нижайший поклон. В рекламном бизнесе есть такая штука – опросник для рекламодателя. Он призван ответить на простой вопрос – в каком направлении двигать рекламную кампанию. Рекламодателю задают простой, как вечерний видосик с банковой вопрос – какую именно проблему решает для потребителя ваш продукт или услуга? Я поясню. Вот зубная паста. Она решает проблему запаха изо рта и помогает предотвратить болезни зубов, поэтому человечество потребляет зубной пасты много и разной. Стиральный порошок помогает сделать вещи чистыми, автомобиль помогает передвигаться, мобильный телефон поддерживает связь, развлечения и так далее. План мивиноеда, который этот блогер-спикер выкатил с привычного ему места в Джидде, а именно со сцены, и который почему-то сразу прозвали украинским планом, решает всего одну проблему – проблему падения хорошего отношения к блогеру с банковой. Но даже эту проблему ответчик решить красиво не способен. Почему я так считаю? А назовите мне проблему любой страны-участницы, которую какой-либо пункт плана способен хотя бы обрисовать. Я молчу про решение. А продукт, в данном случае план, обязан решать проблему, а не навязывать другие, более сложные. Так что я сначала про это расскажу, а вкратце и в конце расскажу о работе канала и моей. Что я сейчас показываю фоном? В одно из сел Житомирщины привезли воина вечером. Хоронили на утро. К утру вся обочина дороги от станции до дома воина, а это несколько километров, если быть точнее, то километров у его последнего пути было 25, была усыпана цветами. Вот именно это я и показываю. Фрагмент этого пути. Сравните это событие, да с чем угодно сравните. Про мирный план любителя простых решений новых лиц. На встрече в Джидде были представлены Евросоюз и более 10 стран ЕС, Великобритания, США, Канада, более 10 стран Азии, включая Индию, Китай и Японию, 2 африканских государства, Египет и ЮАР, и 3 страны Южной Америки, Аргентина, Бразилия и Чили. Запомнили? Я напишу список стран в описании к ролику, чтобы вы могли вернуться к нему после озвучивания пунктов плана. Пункт плана 1. Первое. Радиационная и ядерная безопасность. Суть – восстановите нам контроль над ЗАЭС. Даже цитировать нечего. Пункт 2. Продовольственная безопасность. Помогите нам вывести и продать как можно больше пшеницы, пока мы еще у власти. Какой из стран-участниц выгоден этот пункт? Аргентине? Канаде? Может, Индии? Это похоже, знаете, на что? Это как прийти на встречу практикующих докторов из поликлиники и начать жаловаться на свое плохое самочувствие, на плохой сон, изжогу, запивая свой рассказ дешевым шампанским из бутылки прямо и заедая его протухшей телячьей ножкой в омлете из перепелиных яиц. И если это вижу я, то подскажите мне, видят ли это представители мирового сообщества и видит ли это сам выступающий? Пункт 3. Дайте нам экспертов по энергетике, мы отправим их на самые важные наши объекты, и таким образом Россия эти объекты не тронет. Уже здесь многие из вас скажут, и пургу несет Пенс после такой паузы в эфире. Явно либо перегрелся, либо тронулся. Специально для таких реплик цитирую блогера с банковой. Мы предложили направить миссию экспертов ООН на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины для оценки разрушений и потребностей в восстановлении, а также с целью предотвращения их дальнейшего уничтожения надо ускорить командировку этой миссии. Напоминаю, это была цитата из плана, так что вопрос, кто тут перегрелся, предлагаю считать открытым, ибо на часе. Пункт 4. Освобождение всех пленных и депортированных. Суть. Пусть Россия обменяет пленных по схеме «все на всех». Помогите. Вопрос из студии. А на кой России те холопы,
которых мы понахватали, чтобы одарить их ладами, оплатить им лечение, выплатить компенсации и избрать в Госдуру депутатами? Предложите свой вариант, ведь как отвечает на этот вопрос сам блогер? Да молчит блогер на этот счет, но продолжает свой концерт следующим пунктом, пункт 5. Исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Суть цитатой. Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины. Скажите, избиратели по принципу «а из кого там было выбирать» и второго типа «а где он не прав, ему просто мешают». Вам уже смешно или это не то, и я не так понял выступление блогера? Ну, если я понял не так, то как его слова можно истолковать иначе? Поясните, вдруг сможете переубедить меня, и я в следующий раз проголосую за это одоробло вместе с вами. 333 раза. Пункт 6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Цитата. Есть ясное понимание, как это обеспечить. Really? И как же? Предлагаю вернуться к формуле «сойтись посередине». Только видоизменить подход. Пусть на поле под Бахмутом выйдут без охраны, но со всей своей свитой, блогер с ермолкой и двойник Путина с другой стороны. И пусть не наступит на лепесток и лимонку только один. Впрочем, пусть наступают оба, тем ярче будет фейерверк. Такое видение решения достаточно ясное с точки зрения сценаристов с Банковой. Пункт 7. Справедливость. В этом пункте наш герой несет бревно вместе с Лениным. Вот он говорит о том, что Россия творит с детьми на захваченных территориях. Прошу обратить внимание именно на акценте сути проблемы на детях. Это важно. И тут же заявляет, цитата. «Мир должен признать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и созданию международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение средствами российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость. Стесняюсь спросить. Блогер Владимир представляет использовать банки семенной жидкости из России? Или о чем он толдычит в небритость? Как именно болотники должны возместить ущерб в вопросе детей? Пункт 8. «Это экоцид. Нужно немедленно защитить природу», — цитата была. В этом пункте блогер слезливо рассказывает о нанесении россиянцами вреда окружающей среде. Поскольку Греты Тунберг рядом не было, поддержать его было некому. Проматываем. Из критики прозвучало только предложение поддержать создание платформы по оценке ущерба. Вопрос только в том, кто эту платформу будет кормить во время оценки. Но мы не ищем прямолинейных ответов, да? Пункт 9. Недопущение эскалации. Цитата. «Главным результатом конференции должно стать подписание Kyiv Security Compact». Давайте попробую угадать. На этой конференции спикер предложит подписать мировому сообществу некое соглашение, в котором это мировое сообщество позволит главному блогеру Украины и его партии официально строить в Украине дороги, снимать в России видосики, приходить с обысками к блогерам, выгонять их из страны, ставить им прослушки, облагать волонтеров 20% налогом на донаты, затыкать рты военным, узурпировать информационное пространство, а за это мировое сообщество будет нам поставлять атакамсы, патриоты, абрамсы и зеленые футболки для выступления блогера с Банковой. Я все правильно понимаю? Или от моего уставшего ума ускользает нечто существенное? Пункт 10. Цитата. «Фиксация окончания войны. Когда все антивоенные шаги будут реализованы, когда безопасность и справедливость начнут восстанавливаться, стороны должны подписать документ о фиксации окончания войны». Ну, это, конечно, шаг. Это, безусловно, мудрое, своевременное решение, вернее, предложение решения. Но посудите сами. Если бы Культикульный не внес сейчас это предложение, то ведь в мире никто никогда, ни при каких условиях не смог бы додуматься до того, чтобы зафиксировать окончание этой войны. Еще чего? Ржете? Стыдно? Позор? Нет, хунтубары, не позор. Этот план — точное отображение линии поведения бесконечно новых лиц, а именно надувать щеки небритые, набивать карманы,
привселюдно объявлять себя графьями Монте-Кристо и при этом гробить страну, в которой их избрали руководить поголовьем избирателей. Хороший момент. Не все поголовье готово спокойно на это все смотреть. Многие готовы что-то делать для страны, в которой происходит массовое поедание мивины давно небритыми блогерами. За тот период, что Пенса не было в эфире, произошло очень многое, о чем я не рассказал, и сейчас я об этом вкратце расскажу. Это как бы в противовес словам и саботажу. Первое и самое важное. Открыт расчетный счет, и к нему теперь привязан сервис сбора донатов на канале. Мне пришлось потратить на эту историю более полугода. Первые ласточки проявились еще в феврале, кажется. Все несобранные за это время донаты и всю тяжесть ответственности за недооказанную помощь я возлагаю на нашу власть. Некупленные мавики, машины, летние души и многое-многое другое. Лично ответственность Керманычей, включительно, но не исключительно, самым главным из них. Это они заблокировали сбор донатов, и я этого вопроса не прощу им никогда. Коротко, зато, надеюсь, ясно. Так что нами сделано за это время? Довгенько. Была поездка, что отвезено, показываю на фотках. Вещи, вода, бак под воду. Написано и подано заявление на разминирование. Разминирование скважин уже идет. Будет проведена труба от скважины до села. Там 3 километра, кажется. Скважина находится в гараже. Дополнительно ее накрывать ничем не нужно. С генератором будет подаваться вода на село по трубе и там аккумулироваться в большом баке. Итого, спасибо офицеру ЗСУ за бак для воды для Довгенького. Такой же новый стоит в магазинах за 30 тысяч гривен. Я об этом уже потом узнал после поездки. Свое имя он публиковать отказывается, и чтобы вы поняли, мы даже не знакомы лично. Я позвонил, обрисовал ситуацию, и он все решил за сутки, дистанционно. Я теряю дар речи до сих пор от таких поворотов судьбы. Спасибо Сергею из Киева за топливо. Часть солярки, а это на секундочку 60 литров в плюс, пошла на доставку джипика на 0, а часть была подарена бойцам там же. И знаете что? Я ожидал, что хлопцы отреагируют как-то спокойнее. Ну, мол, солярка и солярка, спасибо, пригодится. Но они радовались, как дети. Сергею, дякую. Еще 60 литров солярки от Сергея стоит сейчас в гараже и ожидает следующего выезда. Так вышло. Группа уехала раньше назначенного, и забрать у него топливо не успела, так что мы решили его отложить до поры. Скоро пригодится. Спасибо Олександру Привалку за багаторазову допомогу. Наша дружба началась давненько, и совсем не с донатов, но за все время чего только не было. Генераторы, мобильные батареи, да я уже всего и не упомню. Сейчас вот с водой для Довгенького была предложена помощь, и хоть мы и решили вопрос иначе, но помощь, да и простое участие со смыслом, лишними не бывают. Еще огромное спасибо Олександру Бобренку за поддержку, за помощь в самый неожиданный момент, за то, что много лет ездит и помогает, за то, что поехал с нами в Довгеньке, за то, что привез кучу вещей и потом своим личным бусом помог все это отвезти, и за то, что, несмотря на свою абсолютную в жизни успешность во всех смыслах, ему не пофиг. Вот вообще не пофиг. Спасибо. И отдельное спасибо Владимиру за Starlink и за многочисленные донаты на перемогу. Он так и не сказал мне толком, как же его упомянуть. Тоже скромный, в отличие от... Ну, вы поняли. А со Старлинком этим была просто детективная история. Он выехал из Канады в Европу. Во Франции его ссадили с маршрута, перевезли в Польшу. В Польше его должен был забрать наш человек, но Старлинк развернули, вернули в Канаду, и на этом, казалось, все. Но нет. Владимир его снова спаковал и отправил в Украину, где я его подхватил и отправил деду. Вот фото с момента, когда я его забирал из рук в руки. Фух, нет. Еще какое-то время мы его перенастраивали. Все нервничали безумно все это время, но в итоге все хорошо. Итоговый пост деда показываю. Профили и ссылки на всех, кто это разрешил, я укажу в описании к ролику. И парой строк про общее происшествие на канале за это время. Поездка на Довгенько. Там мы брали и отвезли много что, тратились в основном только на топливо, договорились, что люди будут приезжать в Изюм и брать воду в артезианской скважине бесплатно. Деду отправлено 70 тысяч гривен, куплен Мавик. Перед этим закрыть его долг по теплокам. Срочно надо было взять тепловизор, он влез в долги и молчал. Я узнал и долг перекрыл. Это не мне спасибо. Это вам спасибо, это вы делаете, а я только администрирую. Арте отправлено 7 тысяч гривен. Отремонтирована девочка на фото. Если бы мы ее чинили за государственный счет, то вопрос бы нам стоил от полугода и от полумиллиона гривен. Вы сделали это за 2 недели. Она уже работает, я видел отчеты. От Владимира, который со Старлинком из Канады путем нехитрых валютных махинаций получен и отправлен по назначению перевод. Теперь будет проще. Wave уже работает.
Хлопцам куплено и отправлено какое-то количество спиралей от комаров. Это было уже давненько, но было же, должен отчитаться. Этим же хлопцам, стоящим под Белоруссией, докуплена антенна для рации. С этой антенной вообще история та еще. Груз с ними стоял на таможне 2 недели, его не пропускали. Потом я перестал отслеживать, а потом только через месяц с копейками вспомнил, забрал у продавца и отправил хлопцам. Это я про основное только рассказал. Еще были посылки, встречи, поездки, ремонты, созвоны, поиски, работа с документами, усталость, лекарства, невозможность заснуть, а потом встать, попытки заработать денег, и это только я про канал. Сколько всего происходит у деда, мне и дня не хватит рассказать. Но, к сожалению, я вынужден констатировать, что выходить в эфир, как было раньше, я пока не смогу. В лучшем случае 2 раза в неделю смогу сейчас выходить, но реально рассчитываю на 1 ролик в неделю. Я просто ничего не успеваю, это какой-то караул. А, да. Каналу «Нудный Пенс» 1 августа этого года исполнилось 5 лет. А обещали взять Киев за 3 дня. Ну да, они такого не говорили. Ну и напоследок. Несмотря на все старания правительства, обещания и массированный сбор донатов под это дело, дронов, поставляемых руководством державы в ЗСУ, никак не станет достаточно. Поэтому сейчас самая тяжелая финансово наша цель – дроны. И тут есть что сказать не только мне. Далее цитаты. Від імені лицарів зимового походу 28-ї бригади 1-го батальйону висловлюю подяку за придбання такого чудесного Mavic 3T. Дякую всім, хто долучився до збору коштів. Це буде Україна разом до перемоги. На сьогоднішній день з інтенсивними нашими штурмовими діями задля забезпечення супроводу евакуації поранених, так само за рахунок дронів ми ведемо в наступ піхоту, із-за чого в нас є велика необхідність саме дронів. Все буде Україна, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо згодні. Тепер доля ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Ставайте донаторами Пенса, бо максимальну частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.